с вами канал Латвия. И сегодня я буду делать такой себе коктейль от кашля. Я простыл, и для этого коктейля нам, как вы уже, наверное, поняли, понадобится баночка кока-колы, лимон и имбирь. Это имбирь, такие кусочки. Сначала мы берем, переливаем кока-колу, открываем колу и выливаем ее сюда. Все. Вот так, видите, мы налили колу, мы ее отставляем. Теперь нам нужна половинка лимонного сока. То есть мы берем лайфхак сливки шоу и делаем вот так, чтобы внутри весь сок, ну, вся мякоть это смягчилась. Сейчас мы берем и обрезаем. Косточки ядовитые, и мы их убираем. То есть мы это все будем делать без косточек. Потом, эта часть не нужна, мы ее тоже убираем. Теперь нам нужно порезать имбирь. Просто мы берем и нарезаем имбирь, ну, то есть кусочками, можно натереть на терке, как хотите. То есть вот так мы нарезаем наш имбирь. И вот получается, мы нарезаем имбирь, и после этого мы берем и ставим кока-колу на медленный огонь, чтобы она дошла до кипения. Ну, кока-кола дошла до кипения, и после после того, как кола закипит, получается, мы добавляем уже лимонный сок. То есть имбирь мы можем прямо сейчас положить. Ну, это получается кока-кола от кашля. Получается, это проверено. Ну, то есть раньше даже кока-колу продавали в аптеках. Ну, то есть она была не газированная. Оказывается, что это все работает. А тем временем мы нарезали имбирь. Ну, почистили только. И мы нарезаем имбирь мелко. Потому что если его будем крупно, то это будет не очень. Все, мы нарезали наш имбирь. И, получается, это не нужно. Я думаю, вот этого нам хватит. Ну, смотрите, вот сколько у нас имбиря. И мы попьем колу. Вот, наверное, многие пили колу, но у меня есть друзья, которые даже и не пробовали. Что это получается какая-то... Все, мы это все внутрь выключим. Все, вот смотрите. Видите, у нас все классно. Теперь мы берем наш лимон и выдавливаем сок. Блин, косточка упала. Как, наверное, не все знают, но косточки в лимоне оказываются ядовитые. И лучше без них, конечно, использовать лимон. Ну все, это вот сюда наливаем. Все. И теперь, ну, по желанию, можно как бы вот эту вот всю мякоть тоже добавить. Ну, мякоть лимона тоже добавить в кружку. Я немножко простыл, поэтому я искал рецепты и решил поделиться ее с вами, потому что это очень интересный такой рецепт. Как, ну, не спешите удивляться, это правда. То есть это все проверено. Многие так делали. Все, смотрите, вот у нас получилась такая каша, и мы сейчас пойдем на кухню и поставим это все на медленный огонь. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. После того, как наша кока-кола с имбирем и с лимоном закипела, надо подождать 5 минут и перелить в кружку, которую вы будете пить. Ну, я перелью в тот же наш стакан, в котором я замешивала это все. У меня уже прошло 5 минут, и сейчас я все это перелью. Пить ее надо теплой. Как я говорил, 3 раза в день. То есть это мне на один вот такой вот стакан. То есть мне таких надо 3 раза сделать. Но за 3 дня это очень все хорошо пройдет. Все, у нас вот получилась такая вот бурда. Вот он остывает. Потом вы выпиваете его и идете, ложитесь под постель и пропотеете. Вот все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Таким бы было видео, если бы я, конечно, не попробовал это. Вот наша теплая кока-кола, имбирь на дне. Сейчас я ее буду пробовать. Я не знаю, как вам это передать. Это очень остро. Короче, это очень остро, как красный перец, наверное. Это вы пьете и ложитесь под одеяло. И вы должны пропотеть, и если вы такое будете, ну, пить,
что у вас все пройдет за 3 дня. Ну, вот я чувствую, как у меня в горле, ну, ничего не першит, а вот остро вот в этом вот месте. Ну все, всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал. Бай.